Этих мишек рисовала я, у меня было очень много на разные темы сетов, когда я работала на iStock. Мне заплатили лицензию, отпечатали их, и я случайно обнаружила в соседнем магазине эти стикеры, купила себе пачку, вот появился повод наклеить их на мои скетчбуки. Сегодня я буду листать черный скетчбук, расскажу о нем подробно, покажу работы, которые в нем. Для тех, кто впервые на моем канале, меня зовут Юля Сайфан, я художница. Прототип этого медвежонка, детская игрушка моей дочери, она его называла Борый Мишка, когда мы говорили Бурый. Так у него и осталось имя Борый. Теперь немного о самом скетчбуке, посмотрим, что внутри. Прежде всего о бумаге, слишком тонкая, и это не подходит для живописи, даже для быстрых набросков. Там, где требовалось работать с деталями, она была невозможна из-за того, что бумага могла продавиться насквозь. Поэтому у меня было несколько вариантов, как сделать возможным работу с тонкой бумагой. Прежде всего, я подкладывала лист, картон вниз, чтобы не продавить и не испортить следующий лист. Во-вторых, можно уплотнить лист, прокрыть его гуашью, а потом сверху рисовать. Еще можно прогрунтовать, взять грунтовку, которая для акриловой краски или для масла. Стандартная акриловая грунтовка. И дальше уже любой тонкий лист станет плотнее в разы. Почти не работала карандашами в этом скетчбуке, но если приходилось применять карандаши, нежно, аккуратно, не надавливая. Если вы регулярно смотрите мои видео, пожалуйста, подписывайтесь. В этом скетчбуке интересный формат, квадратные страницы, их много. Есть перфорация, чтобы отрывать страницы. Сама я не люблю перфорацию, потому что она разрывается часто не к месту. Особенно на таких тонких листах. Зато здесь много бумаги, 80 страниц. Можно развернуться. Один из моих излюбленных приемов – это мелкие карандаши по гуаши. Подложка охрой дает возможность светиться контрастным цветам, которые на ней. И когда мелки наложены не слишком плотно и просвечивают нижний слой, то он добавляет движение и блеск, которые мы часто видим в повседневности. Эту работу я выполняла в технике сухая кисть. Это когда краска на кисти без воды. И в конце добавила линию карандашом. Фактура бумаги здесь работает особым способом. С помощью ее проявления ощущаем шероховатость персика. Где есть возможность, я беру цветной карандаш, обхожусь без черного. Серый цвет недооценен. Здесь я им писала по охре. Люблю оптическое смешивание нейтрального цветным, это всегда хорошо работает. Когда я рассказываю о цвете, не имеет значения на примере каких материалов, потому что правила игры с цветом везде одинаковые. Я много рассказывала о том, как распадается цвет в своем видео «Вибрация цвета». Многие работы в этом скетчбуке есть в отснятых процессах. Все здесь показано, я писала по фотографиям. Мне важно увидеть форму для этого фотография, а компоновку и цвет уже просто решить самостоятельно. О работе с фотореференсом я тоже рассказывала, потому что были вопросы на эту тему, и хотелось на примере об этом рассказать. Я так много снимала и так много рассказывала о технических приемах работы с гуашью в смешанных техниках, что, признаться, на данный момент просто не знаю, о чем рассказывать. Задавайте вопросы, если они у вас есть. Прощаюсь с вами, лайк, подписка, оставляйте комментарии.
Спасибо за поддержку. До встречи на моем канале.